Здравствуйте, наши дорогие, добрый день. Вы на канале 11 детей. Наша жизнь. Меня зовут Светлана, моего мужа зовут Иван. И вы у нас в гостях. И чем же сегодня занимается мама 11 детей? Солю сало. Я его посолила в субботу сразу. Солю своим способом, которым солила. Там очень толстое сало, хорошее, все с прослоечкой, все красивое. Получается, я солю сало по своему рецепту. Мне очень нравится этот рецепт. Сало всегда свежее, не заветренное. На 1 литр воды я беру 8 столовых ложек соли. Я напишу в описании, у меня уже есть на канале, но там потом было много вопросов. Вот я в субботу на 1 литр воды разбавила 8 столовых ложек соли, сальца нарезала кусочками порционными, которые мне надо, уложила в банки и залила. Вынесла на улицу, так бы убрала в холодильник, но так как на улице сейчас, сегодня у нас в Краснодарском крае вообще выпал снег, поэтому я держу на улице это сальце. И сегодня среда. Среда, получается, уже 5-й день мое сальце солится. Я его сейчас достала, слила, вот вся кровь, которая на сале была, или еще что-то. Вот я его слила полностью, промыла водой опять холодной и опять укладываю в банки. И теперь навсегда, можно сказать. Потом я буду просто доставать, но мы его в тот раз уже с этого времени начали есть. Просто доставать с чесночком, либо натереть чесночок с укропчиком, нарезать, обложить хорошо, либо прям в прикуску с чесноком и с луком. Оно, правда, получается очень вкусное сало. И я его прям всем рекомендую. Мне не хватило, видать, воды. Сейчас посмотрю. Потому что у меня было меньше банок, сильно плотно утрамбовывала. Сейчас расскажу поподробнее. Сейчас придется немножечко с чайника остудить воды. Сейчас вода здесь кипяченая. Ничего страшного, чуть-чуть остужу. Сейчас разбавлю соль и доделаю. И все. Вот если вообще бояться всех микробов, то сало должно стоять 21 день. Это ГОСТовский такой рецепт. Но у нас оно не дождалось 21 дня, это правда. Мы его ели с луком, ели с чесноком, угощали друзей, как и сейчас намерены это сделать. То есть получается, сало стоит 21 день и потом всегда хранится. И вот оно его достаешь, и оно прям свежее, не заветренное. Нету вот этого перестоявшего вкуса чеснока. Всегда достал. Всегда обложил. Ну, кто, может быть, готовит совсем себе одну маленькую баночку. Может быть, они и не будут так делать. Но кто боится именно каких-то... За 21 день 8 столовых ложек на литр воды убиваются все микробы. И сальце становится полностью просоленное и вкусное. Ну вот сегодня этим как раз занимаемся. Кстати, вчера у нас дома была беда. У нас посгорело все. Наш папа, у него, кстати, даже есть канал такой, но он его не ведет. Умелые ручки, отремонтировал все, вплоть до кофеварки. Кофеварку, думали, придется покупать. Все переходники. Что ты отремонтировал? Монитор. Монитор. Видеонаблюдение сломалось. Потом у нас сломался... Ну, это блок питания от видеокамеры. Блок питания от видеокамер. Видеокамеры у нас. У нас все, как они называются, переходники или? Адаптеры. Адаптеры сгорели на 12 вольт, которые. То есть сгорело все. Наш папа трудился целые сутки со вчерашнего дня. В общем, все сделал. Моника, печенька, не балуйтесь. Сделал все, у нас все подчинено теперь. Папа сэкономил. Даже вечером я уже, Снежанка поздно приехала с тренировки, я с ней делала уроки.
даже вечером мне кружку кофе принес, сделал. Вчера у нас не было целый день света, Иван приехал, включил генератор, и у нас везде опять, то есть хорошо все-таки сейчас в наше время надо запасаться бензином для того, чтобы всегда был свет. Кто хочет солить сало и сомневается, солить ли по этому рецепту, очень вкусное, очень хорошее сало. Рецепт самый простой, но сало, правда, получается волшебно. А еще из-за того, что оно ни грамма не заветренное, ни грамма нету в нем ничего такого. То есть оно получается прям всегда нежное, вкусное. Ну и хранить я сейчас, конечно, буду его на улице, у нас. Ну, а вы в холодильнике. Тот, кто будет делать. Если вдруг кто-то будет делать. Только приехали, девочки, я сегодня грешила. Я грешила давно, сегодня все забирала. В общем, кто как грешит, у кого какие слабости. А я всякие штучки для выпечки накупила. Кто-то нижнее белье идет покупает, кто-то платье покупает. А Света накупила всяких штучек. У нас вообще этот месяц интересный месяц. Моника, что ты там ешь, если не секрет? Мешочек упал. Как обычно, съездили, набрали выпечку. Та нам понравилась, та у нас закончилась, что мы купили тогда. Мы тогда на 2500 купили, а сейчас мы купили на 3100 рублей, да, по-моему, что-то такое, 3200. Детям в школу очень интересно, целые им такие подарки набираем. И палочки, и печеньку, и конфетки. То есть вот штучек несколько, то есть они грызут. Малышам так вообще нравится. В общем, что сегодня набрала я? Ну, во-первых, я купила сироп глюкозный. Глюкозный сироп. Все знают, что сейчас при современной выпечке его используют, когда петушки делают конфетки, леденцы для тортов, украшения. Конечно, это не на каждый день конфеты, а это так, для разнообразия на какой-то праздник. У нас приближаются праздники, также у нас приближается День желаний, также у нас приближается 55 лет совместной жизни нашим родным бабушке и дедушке. Они уже 55 лет в этом году. Будем 24 числа мы гулять, отмечать. Поэтому идет разные закупки. В общем, я взяла... Вот они же, бабушка с дедушкой, первые смотрят наши видео. Ну, тортик спеку такой будем. Вафельная. Сердечки красивые. Вафельная здесь наклеечка для торта. Любовь. Ну, свадьба, это ж любовь. Она съедобная? Да. Ну, это ж принтер. Мешочки купила для узоры делать. Смотрите, какую купила. Краситель спрей перламутр. Я тут уже капнула чуть-чуть. Ой, надо было на руку капать. Ну, да, наверное, камера не передаст. Не передает? Ну, не знаю. Ой, ну пальцы все перламутровые. Ой. Так а зачем тогда это? А пахнет Вот как. покупай себе духов. Раз такая попшикалась. Так, дальше. Перламутровый спрей такой красивый. Ну да, я вам покажу. Да. Дальше насадки для шприца. 3 для Нет, здесь даже сколько их? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Здесь 7. Ну, Здесь, да, 7 насадок. С той стороны вот это видно, что какой узор даже. Таких 3 насадки взяла, которых там нету, для лепестков и для всего. Такие они для цветов. Сюда поставлю, тут хорошо их будет видно. Насадки. То есть нагрешила я сегодня, но грешила-то я не сегодня. Сегодня мне все пришло. Ни один спрей еще не пришел. Так, краска, серебро и золото, да, и буду распечатывать. Тут еще одна отдельное золото, серебро есть.
Прям серебряный жемчуг, золотой жемчуг и серебряный блеск. Они все разные. Также заказала детям печь с белковым кремом. Вкусный. Трубочки. Трубочки прям завтра уже даже сделаю. Трубочки, вкусные трубочки. Посмотрю, когда сделаю. Уже пообещала. Посмотрю. У меня много всего накуплено. Также для пряников такие разные для пряников формочки. Да, это тоже для пряников формочки детям печь. Форма такая, форма для пряника. Да вот. Засовывай. Ну, это для кексов разовые. Взяла ванильно-сливочный ароматизатор. Вы не представляете, как он вкусно пахнет. Вообще сумасшедше пахнет. Вообще. То есть хоть в булочки, хоть в торты. Ацетатную пленку взяла для того... Очень. Ацетатную пленку для того, чтобы, укладывать, чтобы всякие... Хочу муссовый тортик какой-нибудь сделать. Термометр взяла. Взяла такой, который прикасается. Можно, конечно, бесконтактный было взять. Но я такой взяла, ладно. Украшения разные для тортов. Такие бусинки, такие. Они вкусные, кстати, бусинки. Кстати, вкусные? Да. Листик кленовый тоже для леденцов. Шоколадом можно заливать на торты делать. А это из вафельной бумаги, тоже из съедобной. Пчелы. Но у нас семья пчеловодническая. Поэтому мы будем свои пряники и пирожные пчелами украшать. Но все должно соответствовать. Буквы разные взяла. Цифры. Да, чтобы печь. 55 бабушка с дедушкой живут. 55 лет, да? Ну и вообще пригодится. Шоколад белый взяла. Хороший, килограммовый. Разные формы для сердечек. Для сердечек, для розочек, для леденцов и для пироженов. Я большая сердечко. Прям розочки там, да? Да, прям шоколадом заливаешь. А это что, для чего? А для леденцов, даже для леденцов, для пироженов я буду делать. Вот сейчас черный этот. Так, что же я еще тут набрала? Формы взяла. Квадратные формы железные взяла. 3 штуки. У меня таких нету. Эту пленочку надо снять. Я вот с первой уже сняла. Шикарные формы. Прям пусть они там стоят аккуратненько. Мы их уберем. Для тортов, да? Для тортов. Для салатов. Хоть для чего. И круглые взяла сразу. И что это на стол? Да, и круглые. Еще. Свадьба изумрудная. Папе заказали рубашку. Дедушке с бабушкой тоже заказали, идет. Это Иван Старший, изумрудная рубашка. Такой взяла себе изумрудный костюмчик. Сына, это не трогай. Можно тебя на минуту попросить сходить посмотреть, чем девочки занимаются? Выгнала детей, потому что мы сегодня им покупали подарки. Шикарные. Знаете, что у нас приближается День желания, поэтому мы еще не всем купили, но закупили уже 80%. Поэтому я не могу при них говорить пока, иначе покой потеряю, весь покой потеряю. Честно, не делает уроки. Не делает? Да. Иди скажи, Василиса, делай. Она уже сделала, сыночка, давно, скорее всего. Ну, вот такое у нас сегодня разнообразие. С утра я салом занималась, потом делами, готовили, да? Тут у нас печеньки. Да, печеньки. Это мои любимые ленинградские галетки. Это мои любимые. Сыночка, только не переверни. Прянички. Да. Это любимые Снежанкины палочки. Ну, дети все любят.
конфет не было таких, как в прошлый раз брали. Ну, взяли вот замену тех. Это Ну, что? вот эти. Это фуфифилки. Да. Мама, это фуфифилки. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что поддерживаете нас. Кстати, купили сегодня, а что мы сегодня купили? Все очень запереживали, что у нас перегорело все. Иван все отремонтировал, я уже сказала в видео. Все отремонтировал. И купил, как раз там советуют люди, девочки, подписчики советуют, чтобы мы купили, как она, защиту, да? Как раз Иван уже до этого потерял покой, пролез все магазины в интернете, просмотрел. И сегодня мы купили эту защиту, он будет устанавливать для того, чтобы у нас ничего не перегорело. Спасибо и вам за вашу заботу, спасибо, что переживаете и даете советы, потому что, ну мало ли, вдруг бы мы не знали. Я про такую защиту ничего не знала. Хорошо, что Иван все знает. До скорой встречи, пока-пока.